Ракообразные, такие как крабы, омары и креветки, являются основным компонентом человеческой диеты во всем мире. Ежегодно вылавливается и выращивается 11 миллионов тонн этих животных. Несмотря на значительное разнообразие ракообразных, отбирается только небольшая часть в рамках коммерции или рекреационного промысла. В Западной Австралии всего около 5 крабов, которые обычно встречаются в ресторанах морепродуктов или на рыбных рынках. Причем наиболее распространенными являются голубой краб-плавунец и мангровый краб. Однако не все крабы безопасны в употреблении, а некоторые могут содержать смертельные дозы токсинов. Большинство токсичных крабов принадлежат к семейству ксантиды, которое является самым разнообразным семейством крабов в Австралии и отличается своими черными конечностями. На сегодняшний день известно только небольшое количество видов этого токсичного семейства, которых рекомендуется избегать употребления в пищу. Эти крабы сами по себе не являются ядовитыми и сами не производят токсины. Некоторые виды не всегда токсичны, поэтому вполне вероятно, что токсины они получают через пищу или, возможно, с помощью симбиотических бактерий. У крабов нет механизма по доставке и введению этих токсинов, например, через укус или ядовитые шипы. Поэтому отравление происходит только тогда, когда люди потребляют крабов в пищу. Эти крабы могут накапливать два наиболее известных смертельных природных вещества – сакситоксин и тетродотоксин. Оба вещества настолько токсичны, что почти половина миллиграмма способна убить среднестатистического взрослого человека. Токсины также устойчивы к высокой температуре и сохраняются в тканях, несмотря на то, что их варят. Сакситоксин является основным токсином, приводящим к паралитическому отравлению моллюсками, что часто вызвано тем, что люди едят мидии или устрицы, которые потребляют токсичные водоросли. Любопытно, что сакситоксин указан как химическое оружие первой степени в соответствии с Конвенцией ООН по химическому оружию и, по общему мнению, использовался ЦРУ в суицидальных таблетках. С другой стороны, тетродотоксин известен тем, что встречается в японской рыбе фугу, деликатесе, известном как фугу, который разрешено готовить только самым опытным поварам с соответствующей лицензией. Оба вещества представляют собой нейротоксины, влияющие на нервную систему, что приводит к параличу, отклонению способности нервных клеток передавать информацию. Известно несколько австралийских видов, которые могут быть токсичными, если их съесть, а некоторые из них достигают хороших размеров, но большинство из них относительно малы. Хотя всегда стоит с осторожностью подходить к перетравлению всех морепродуктов, если вы не уверены в том, какой вид перед вами, тогда лучший совет – не есть его. Вот 3 распространенных токсичных вида. Все трое обитают в прилегающих и субтильных рифах по всей Северной Австралии. Эти виды имеют отличительные цветовые узоры, которые делают их довольно заметными на рифе и относительно простыми для идентификации. Метко названный токсичный рифовый краб, также называемый краб дьявола, может быть настолько токсичен, что может убить в течение нескольких часов после приема в пищу. И, как сообщается, он используется островитянами Тихого океана в качестве средства для самоубийства. Также есть еще очень красивый и в то же время токсичный краб под названием розовый краб. Он также относится к семейству ксантиды. Как и другие крабы из этого семейства, они не вырабатывают токсины, а используют их в качестве меры сдерживания хищников. В случае с розовым крабом нет лицензии, которая сделает его безопасным для употребления в пищу, как это действует для рыбы фугу. Шеф-повар не сможет сварить или убить токсины в крабе. Нет никакого известного противоядия, чтобы нейтрализовать неприятные последствия. Этим розовым крабом надо восхищаться издалека. Но бывают и более причудливые истории, происходившие с крабами, которых можно принять за самых опасных. В июле 2012 года семья в штате Вашингтон обнаружила, что образ Сына Божьего смотрит на них с обратной стороны краба. Но при более внимательном взгляде можно заметить, что этот образ больше похож на Усаму бен Ладена. Причудливый ракообразный был снят на видео семьей Кэмпфилд во время охоты на краба в Эверетте, штат Вашингтон. Семья подняла сеть крабами в лодку, когда они заметили это существо, которое имело поразительное сходство с Иисусом и мертвым террористом Аль-Каиды на своем брюхе.
Но человек, снимавший видео, даже не заметил, и краб был выброшен обратно в океан, потому что он был самкой, поскольку согласно американским законам, самок крабов нельзя вылавливать. Семья заметила этого краба во время просмотра записи, после того, как вернулась домой из отпуска, и была ошеломлена. Отец семейства, Джон Кенфилд, отрицал, что краб с Христом был подделкой, добавив, что мы не настолько продвинуты, чтобы придумать это. Но, к сожалению, видео является единственным доказательством, которое остается таковым, о котором никто никогда не узнает. Какой вывод можно сделать из всего этого? Если вы оказались в другой стране и вам принесли блюдо из краба, лучше узнать, что это за вид, особенно если вы оказались в Австралии. Употребляйте в пищу только тех крабов, с которыми у вас нет проблем, остальных стоит сторониться. На этом все о самых опасных крабах в мире. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.